Итак, народ, поприветствуйте пилотов мехов. Я уверена, что ты прошла, Мэй. С твоим боевым опытом это расплюнуть. Я все еще не могу себя представить в брюхе этого железного гиганта. Как возможно эффективно сражаться в чем-то настолько большом и неповоротливом? Думаю, я откажусь. Первый пилот Казума Кишима. О да, детка, первый среди лучших. Я начал с конца списка. Я выкрашу свой мех в красный и буду быстрее всех. Сюда-сюда! Ты же не... ладно, без комментариев. Второй пилот я. Блин, о чем я только думал, когда синхронизацию по себе настраивал. Третий пилот Мэйн Ли. Не уверена, что я хороший кандидат. Я предпочитаю сражаться с врагом лицом к лицу. Опыт управления мехами у всех одинаково нулевой, и нам нужен твой боевой опыт. Мэй, он прав. Ты прекрасный боец. Представь, на что ты будешь способна, управляя мехом. Мне это не нравится. Четвертый кандидат Хелена Уокер. Что? Сантьяго, ты уверен, что не перепутал записи? Я на права-то сдала кое-как. Никакой ошибки. У тебя отличные показатели синхронизации. Теперь мне нравится это больше. По крайней мере, мы вляпались в это вместе. И еще, я модифицировал броню. Я понизил прочность, но теперь ее можно спокойно носить в кабине пилота. Она поможет отступить, если станет совсем жарко. Ништяк, ее ведь тоже можно будет перекрасить. А там стелс-режим случайно не добавили? Это чувствуется легче предыдущей. Но что с балансом? Ладно, это было ожидаемо. Это и правда был он. Санти взломал сеть ОРЗ и украл чертежи новой брони МК-1 Паладин, а потом перепроектировал ее в более легкую версию для Федерации. Неудивительно, что для командования он был ночным кошмаром. От него трудно было что-то утаить. То есть вы были по разные стороны баррикад? Мне казалось, вы были хорошими друзьями. Так и есть. После того, как мы оказались на том ковчеге, обстановка с федератами стала накаляться, а Санти первый, с кем я нашла общий язык из противоборствующей фракции. Веришь или нет, но в былые времена я бы выпустила ракетный залп по этому парню без задней мысли. Значит, в твое время тоже было много войн? Кажется, их в любые времена хватало. Я помню, как мы с Казумой участвовали в битве в Таиландском заливе после провокации федератов. Когда подбили наш орбитальный авианосец, мы очутились здесь. Мои воспоминания тоже обрываются во время сражения с желтыми повязками. Вот как мы встретили свою смерть. Как бы то ни было, здесь мы все очутились в одной лодке. А после всего, что произошло, я бы ни за что не смогла заставить себя ненавидеть этого парня. Понимаю. Сантьяго и мне много в чем помог. Я ожидал чего-то подобного, но все равно трудно поверить, что твои показатели стоят наравне с лучшими оперативниками Федерации. Что ты хочешь сказать? Ты определенно подходишь на роль пилота меха. Он будет вооружен энергомечом, так что переучиваться почти не придется. Интересно, что бы сказал отец, узнав, что в каком-то безумном будущем его дочь станет управлять железным гигантом. Интересно, что бы сказали политики, узнав, что похерят Землю и заставят разгребать это дерьмо клонов. Прости, накипело. В общем, я хотел тебе кое-что передать. Это копье? Какое необычное. Я почти не чувствую его веса. Это прототип копья для боя на ближней и дальней дистанции. Хочу, чтобы ты опробовал его в бою. Если оно проявит себя, вооружим им остальных бойцов. Я обязательно научусь с ним обращаться. Спасибо. Лагерю Омега сейчас нужны опытные бойцы. Рассчитываем на тебя, Мэйн.
И когда Санти находил время, чтобы проектировать еще что-то кроме мехов? Это потрясающее оружие. Оно подходит и для атаки, и для защиты. Им можно отбивать вражеские снаряды и мгновенно переноситься к врагу, заставая его врасплох. Неудивительно, что у пораженных динозавров не было и единого шанса. Тогда мне так не казалось. Когда Хелена впала в кому, я ощутила одиночество, которого не испытывала уже очень давно. Она постоянно искала какой-то смысл, высшую цель своего пребывания здесь. Но мне было достаточно того, что мы вместе. Мы даже один раз сильно рассорились из-за этого. Мэй, Когда передо мной появилась ты, я решила, что умерла и воссоединилась с тобой на том свете. я и сама не понимаю, как вернулась к жизни. Я помню, как на том ковчеге меня окутала холодная пустота, а потом яркая вспышка, и я здесь, на вымершей земле. А еще этот голос, говорящий загадками в моей голове. Если у Хелены было что-то подобное, похоже, она передала мне эту наркоманскую эстафету. Кем бы он ни был, он воссоединил нас с тобой и заслужил мое доверие. Представляешь, я только возродилась, а сразу навалилось столько всего. Эх, сейчас бы поселиться в уютном домике там, где сливаются два лавовых ручья цвета элемента, взять по стаканчику маргариты, врубить рок 20 века, а там можно и вымирать. Диана. Ладно, тогда план Б. Так вот, куда вел нас голос. Мэй, это центр управления ковчегами. Это твои люди создали все эти ковчеги? В 22 веке у нас не было чего-то даже отдаленно похожего на такой глобальный проект. Но часть технологий здесь выглядит знакомо. Не думаю, что их создали в очень далеком будущем. Все это одинаково бесконечно далеко для меня. Ты так хорошо научилась управляться так броней, мехом и нашими инструментами, что я постоянно забываюсь в какой-то эпохе. Ваши технологии сильно упрощают жизнь, а к хорошему быстро привыкаешь. Для выживших технология стала жестким испытанием. КОРЗ построила ковчеги, чтобы подготовить их для протокола реплантации. Протокола реплантации? Они хотели подготовить выживших на ковчегах, чтобы те сразили титанов, тем самым снизив загрязнение Земли элементом и позволив ковчегам приземлиться на Землю. Но, судя по всему, даже спустя тысячи лет уровень токсичности элемента остается слишком высоким, чтобы технология ковчегов смогла выжечь его полностью. Значит, человечество обречено. Не совсем. Тут множество упоминаний о месте под названием Арат Прайм. Там Терранская Федерация занималась строительством межзвездного корабля, чтобы найти для нас новый дом. А еще на этой колонии разрабатывали технологию копирования человеческого сознания. Ты хочешь сказать, именно там нас скопировали из прошлого и отправили на ковчеги? Ты понимаешь, Мэй, если мы доберемся туда, у нас будет возможность вернуть наших друзей к жизни. Мне все еще трудно это осознать, Чудзе. Но я согласна, что мы должны попытаться. И нам придется столкнуться с одним чудовищем, которое не даст нам так просто уйти. Итак, симуляция 001. Поехали! Мэй, ты как специалист по ближнему бою будешь контролировать руку с мечом. Поняла. А чё сразу, Мэйин? Нас в Академии ближнему бою обучали вообще-то лучшие инструктора ОРЗ. Меня беспокоит твоя привычка чесать нос, Казума. Если уж чесать, то рукой без меча. Хелена, мы с тобой отвечаем за движение. Не уверена, что это хорошая идея. А что, если я споткнусь? Споткнешься обо что? Тут огромные динозавры повсюду ходят. Ты видел размеры этой штуки? Они разбегутся, поджав хвосты. Пораженные не знают страха. Они нападают на все, что движется. Не боись, если споткнешься, я попрось о небоскреб или типа того. Кстати, как будет называться наша команда? Точно, нам обязательно нужно придумать нам имя.
Боже, что я натворил? Хм. Я знала, что Санти талантлив, но этим мегамехом он превзошел самого себя. Уверена, он смог бы впечатлить самих создателей ковчегов. Даже если мы установим мехи, для управления Аресом требуется 4 пилота. Да, это будет жесткая схватка и невероятная нагрузка на тело и нервную систему. Чудзе, ты же не хочешь сказать, что... Мэй, я не могу позволить тебе отвлекаться на что-то, кроме ведения боя. Руби этого переростка, остальное предоставь мне. После первых симуляций в мехе у меня из носа шла кровь. Я даже не могу представить, что произойдет, если утроить нагрузку. Если я снова тебя потеряю, и не знаю что. Спокойно, Мэй. Забыла, что я лучший пилот во всем гребаном ОРЗ. В свое время я была яркой звездой среди военных, детка. Я чуть и не жила в кабине пилота. Мы справимся, обещаю. Мы справились, Мэй. Невероятно. Я до последнего не верила. Это величайший враг, с которым мне приходилось сражаться. Мы хорошенько начистили его уродливую физиономию. Видела, как он офигел, когда мы выдержали его первый удар. Он недооценивал нас и, очевидно, привык побеждать одним ударом. Я заметила это во время первых сражений с желтыми повязками. Отец хорошо меня натренировал, а вражеские солдаты недооценивали женщин в бою. Это стало фатальной ошибкой как для них, так и для этого монстра. Да, кажется, даже в воздушном сражении ты не зависишь настолько от своих ведомых, как здесь. Я смогла нанести ему серьезные раны, но не убить окончательно. Боюсь, это максимум, на что мы способны. Мехи на ладан дышат, и мне не помешает немного поспать. Нам придется полагаться на других, на тех, кто придет вслед за нами. По крайней мере, теперь путь на Арат Прайм для нас открыт. Мы всех воскресим, правда, мандаринка? Чуци? Чуци! Прости, что тогда напугала, Мэй. Пожалуй, я немного недооценила, насколько мех вздрючит мою нервную систему. Если решишь сражаться с огромным монстром, не вздумай повторять. У меня есть свои методы борьбы с огромными монстрами. Точно, ты же сражалась с ними еще до того, как это стало мейнстримом. Тебе нужно больше отдыхать, путь предстоит не близкий. Арат Прайм находится на другой стороне Земли, где царит вечная ночь. Мэй, я должна снова перед тобой извиниться. Чуци, Боюсь, тебе предстоит совершить это путешествие в одиночку. нет. Диана, только не снова. Если воскресишь Сантьяго, скажи ему, чтобы повесил предупреждающую табличку нового мегамеха. В одиночку не управлять. Я не хочу снова остаться одна. Ты совсем справишься, Мэй. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Диана.
Я впечатлен, как далеко ты добралась, Ли Мэйинь. Только для того, чтобы пасть передо мной ниц. Покажись, демон, и мы посмотрим, кто из нас падет ниц. Я видел в кодексе твои воспоминания. Ты поломанная душа. Ты подвела самых дорогих тебе людей. Позволила одной умереть. Мы всех воскресим, правда, красотка? Никогда не сдавайся. Даже оказавшись одна в бесконечной тьме, продолжай идти вперед. Дважды. И наблюдала, как другая исчезла в пустоте. И вот мы здесь, на краю света. Только ты и я, последний из нашего рода. Сама судьба свела нас здесь. Время не было к тебе милосердным, потерянный король. Такова цена вечности, но и она ничто перед ее дарами. Настоящая цена — это души. Твоя и твоих детей. Ты знаешь, зачем я здесь? Отдай мне кодекс и возвращайся на свой вечный трон. Отдав его, я обреку своих людей на голод. К тому же, только я знаю, как использовать кодекс и создавать с его помощью жизнь. Вот мое предложение. Стань моей супругой, и когда земля будет очищена, я дам тебе то, что ты жаждешь больше всего на свете, и верну твоих друзей и возлюбленную в этот мир. Я никогда не присоединюсь к твоему роду. Либо отдашь мне кодекс, либо я заберу его силой. Ха-ха-ха-ха-ха. Покажи же мне, какой яростной фурией способна стать Мэйинь. Вся эта ярость, такая мощь. Ты бы стала прекрасной королевой для моих людей и заслужила бы свою награду. Я не продаю ни свою душу, ни свою волю. В этом мире все имеет цену, и человеческая душа — лишь разменная монета.
Отважная попытка, Мэйинь. Но перед лицом вечности сломается любой смертный. Добро пожаловать в семью, моя королева. Если я тебя не остановлю, есть еще кое-кто, кто сможет. Моя королева, услышь меня, королевство твое, защити детей, защити потерянных. Ты не сможешь. Пережить ее. Нарушители! Вам не следовало сюда приходить. Вы станете пищей для потерянных, и ваша сила перейдет им. И мне! Их королеве! Услышь меня! Ты нашла нечто настоящее, пока путешествовала по ковчегам. Несмотря на потери и боль. То, что ты решила, что утратила в своей прошлой жизни. Очень, очень давно. Что? Что я нашла в той жизни? Себя. Свое истинное я. Ли Мэйинь. И она все еще внутри тебя. Я знаю тебя, Селена. И я знаю тебя, Мэйинь. Спасибо, что помогла мне вспомнить, кем я была. И кем я все еще являюсь. Ты пробудила меня от этого кошмара. Я просто хотела... Увидеть своих друзей еще один раз. Теперь это возможно. Благодаря найденному тобой кодексу Инграм. Там, где мы сейчас, был еще один, но... он был... уничтожен. Нам нужна твоя неповрежденная копия, чтобы передать ее нам, сюда, на Арат. И добавить твои собственные инграммы в поток данных. Тогда... мы наконец-то сможем снова быть вместе. В этом новом мире. Это все, чего я хотела. Татьяна. У меня есть друг, который над этим работает. Это лишь вопрос времени. Присоединяйся к нам. Пусть эта колония будет очищена, как и остальная земля. Твой план удался, пока я была потеряна? Да. Я все-таки нашла своего чемпиона. И титаны наконец-то пали раз и навсегда. Земля была очищена от отравления элементом и засеяна. Теперь это невероятное место. Райский сад, где все находится в равновесии.
И таким же мы можем создать наш Арат. Вместе. Тогда я присоединюсь к тебе в раю, Хелена. И мы обязательно вернем Диану. Все наконец-то встанет на свои места.